Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить блюдо армянской кухни. Называется гапама с мясом или фаршированная тыква с мясом. Сегодня частично мне будут помогать дети Арсенчик, Ануля и Ани. Отдельно хотела поблагодарить вас за ваши теплые, добрые, душевные слова. Нам очень приятно. И очень много приходит в личные сообщения предложений по поводу отснятия совместных видеороликов, так как расстояния очень далекие, поэтому ответить я смогу ближе к маю месяца. Перечислю ингредиенты, которые нам нужны для нашего блюда, а также отдельно я пропишу в описании под видео в подробном. Первым делом нам, конечно же, нужна тыква. Далее нам нужно мясо. Сегодня мы будем использовать говядину, а также можно использовать любое мясо, которое вы любите. Курицу, баранину, свинину, любое мясо сюда подходит. Болгарские перцы, чеснок, красный лук, морковь, много зелени. Сегодня в нашем блюде будет еще вот такие чипсы из помидоров. Эти чипсы мы привезли из Армении. Помните, мы были на производстве у тети Нарине. Вот у нее мы приобрели, и можно сказать, в течение года в каждое свое блюдо я добавляю такие помидоры. Они получаются очень ароматные и очень вкусные. Также нам для нашего блюда понадобится вот такая фасоль. Я заранее замочила. Видите, вот такой вот сорт фасоли. И приступаем к приготовлению. Для начала Арсенчик нам поможет разрезать тыкву. И нам нужно сделать вот такой вот горшочек из тыквы. Сейчас мы возьмем острый нож, и он порежет. Для начала я отмечаю места, где Арсенчик будет вырезать. Вот такую, смотрите, мы, получается, делаем шапочку такую. Вырезаем острым ножом обязательно. Вот так. И сейчас Арсенчик будет делать глубокие надрезы. Да, вот так и глубоко, чтобы мы могли сделать крышку. Да. Ануля, ты пока нарезай морковку на дольки такие. Знаешь? Так. И посмотрите, Арсенчик нам помог. Видите, вот так красиво мы срезали крышечку такую. Сейчас нам нужно вычистить полностью внутри семечки. Все, семечки ни в коем случае мы не выкидываем. Мы в дальнейшем промоем и можно высушить. Тыквенные семечки очень полезные. А пока Ануля занимается морковкой. Она нарезает морковь на дольки. Вот так. На, Ани, вон заметьте. И внутри все вычищаем. Вот так. Смотрите, мы полностью вычистили тыкву. И обязательно, прежде чем вырезать и начинать чистить тыкву, обязательно нужно хорошо промыть тыкву. И я вот так закрываю крышкой, оставляю в сторонке и займемся начинкой. Я буду нарезать мясо, а Ануля нарезает морковь вот такой соломкой. Я сейчас уберу тыкву и принесу мясо. Я взяла доску для мяса, и мы будем нарезать такими мелкими кубиками. Вот так вот нарезаем мясо. Я вам покажу, какого размера мы должны нарезать. Смотрите, вот приблизительно вот такого размера. Смотрите. Вот так мы нарезаем все мясо.
Нам понадобится 2 сковородки. В одной сковородке мы сейчас будем обжаривать мясо, а в другой сковородке будем обжаривать овощи. Сначала прогреваем сковородку для мяса, заливаем подсолнечное масло без запаха. Масло должно быть для жарки. Наливаем в разогретую сковородку и обжариваем мясо. Так. Стараемся класть мясо на расстояние, чтобы, знаете, чтобы у нас мясо запечатывалось, чтобы соки все остались внутри. Видите, вот так вот обжариваем говядину с одной стороны, со второй. И хорошо нам нужно протушить. Как вы заметили, мы еще сюда не добавляли ни соль, ни специи никакие. Вот до такого состояния, смотрите, мы обжариваем. Это занимает где-то 7-10 минут. А потом, когда мы поджарили со всех сторон, мы накрываем крышкой и будем тушить до готовности говядины. Далее нам для зажарки нужно нарезать перец и лук. Перец будет нарезать Ануля. У нас 2 цвета перца. Красный перец будет и желтый. И посмотрите, будут разноцветные овощи. Оранжевая морковь, перец. А я буду нарезать красный лук. Перец мы нарезаем соломкой, а лук нарезаем полукольцами. Сначала я буду чистить перец. Конечно же, все овощи нужно хорошо промыть. И вот так вот нарезаем. И тем временем я уже включила духовку, потому что мы должны отправлять тыкву в разогретую духовку. За это время, пока мы будем заниматься начинкой, духовка хорошо прогреется. Вот перец получается у нас вот такой соломкой нарезаем. Овощи мы нарезаем, видите, похоже, как морковь, как перец одинаково, как лук. Размер везде должен быть одинаковый овощей. А теперь будем заниматься зажаркой овощей. Нагрели хорошо сковородку, наливаем сюда подсолнечное масло. И отправляем в сковородку лук. И поджариваем лук до мягкости. А за это время займемся мясом. Нам нужно присолить мясо. Вот так. Где-то 2 чайные ложки соли. Пол чайной ложки красного молотого перца сладкого. Вот так. И хорошую такую полную чайную ложку кориандра. Теперь мы перемешиваем. И накрываем крышкой. И будем томить мясо где-то 15-20 минут. Чтобы мясо у нас полностью приготовилось. Вот так. Я накрываю крышкой. И перемешиваем лук. Видите, вот до такого состояния мы поджарили лук. Уже можно добавлять морковь. И болгарский перец. И хорошо протушим все овощи вместе.
перемешиваем. И видите, жарим на среднем огне. Не на большом, не на маленьком, а на среднем. Какие красивые цвета, правда? Какая красота. Смотрите, мясо у нас уже хорошо протушилось. И уже можно выключать газ. Видите, мясо уже полностью готово. Вот такое. Выключаем газ, накрываем крышкой и продолжаем заниматься овощами. Овощи у нас полностью готовы. Мы пересыпаем в емкость, где будем перемешивать всю начинку. Сначала овощи, далее нам понадобится сюда отправить готовое мясо. И дальше вам покажу, что мы будем делать. И мясо отправим к овощам. В нашу начинку добавляем фасоль, а также Ануля будет нарезать петрушку и кинзу. Фасоль у нас должна быть готовая. Я хорошо замочила на ночь фасоль, а если нету такой фасоли, можно использовать консервированную фасоль. И смотрите, пока Ануля нарезает зелень, мы будем использовать вот такие сухие травы. Это у нас цитрон или чабер и фиолетовый базилик, который мы привезли из Армении. Вот берем вот столько базилика, орегано и вот так между ладонями измельчаем. Вообще говядина очень хорошо сочетается с базиликом и с чабером. И вот где-то вот столько берем чабера. Все специи, конечно же, мы используем по вкусу. И, Ануль, еще кинзу. И вот столько кинзы. Вот так. Угу. Сюда мы добавим еще вот эти помидоры. Вот эти. Я думаю, что они достаточно крупные. Я их буду нарезать напополам. Отправляем зелень в нашу начинку. Посмотрите, какие у нас тут цвета и ароматы. Так вкусно пахнет, так аппетитно пахнет. Мы перемешиваем начинку и уже можем начинять тыкву. Ануль, это этаж? Упешь тыкву. Перемешиваем. Прежде чем отправлять начинку в тыкву, мы обязательно присаливаем внутри. Буквально щепотку соли вот так распределяем по бокам немного. И будем отправлять в тыкву нашу начинку. Вот так. На дно тыквы мы обязательно кладем сливочное масло. Нам нужно на дно класть и потом поверх начинки, когда мы уже должны закрыть крышечкой. Вот так распределяем по дну сливочное масло. Вот 4 кусочка, я думаю, будет достаточно.
И вот так послойно, аккуратно отправляем нашу начинку. Вот так. Посерединке мы немного оставляем место для чеснока. Сначала отправляем сюда сливочное масло. Ой. Вот так. Угу. И отправляем сюда, поправлю, да, немножко вот сюда. Так. И отправляем сюда молодой чеснок. Нарезаем так, чтобы чеснок давал все свои соки, ароматы и вкусы нашему блюду. Еще немного хвостик отрежем. Так. И вот этой вот частью отправляем вот сюда. Закрываем крышечкой нашей. Вот так. Далее нам нужно будет отправить в духовку, мне нужно принести фольгу, противень и оформим красиво, и потом уже отправим в духовку. Застилаем пергаментной бумагой противень. Молодец, они мне помогают, примахчикас. И кладем сюда нашу тыкву. И чтобы не оставлять вот этот кусочек чеснока, я отправлю сюда тоже. Закрываем. И чтобы хорошо тыква пропеклась, мы вот так вот фольгой хорошенько закрываем вокруг тыквы. Ох, ну Манди, они мне помогают, молодец. Вот так. Хорошо укутываем. Мирёпа, спасай, подожди одну секундочку. Хорошо тыкву укутываем. И за это время духовка уже хорошо прогрелась. Мы отправляем в духовку нашу тыкву. Еще немного тут осталось. Тут тоже сейчас закроем. Отправляем в заранее разогретую духовку. На средний уровень, 200 градусов, и до полной готовности тыквы. Тыква у всех разного размера, поэтому мы будем смотреть по мягкости тыквы. Режим у нас вверх-вниз. Порежем немного зелени для нашего блюда. Красиво украсим. Ануля будет резать свежую петрушку и немного кинзы, а я порежу базилик зеленый, который я сама посадила. Вот так мелко порежь. Смотрите, какой у нас базилик или реган по-армянски. Скоро будем сажать у нас в огороде. Планируем помидоры, зелень. Посмотрим, что у нас получится, что посадим. Ой, такой аромат от этого нашего базилика. Еще немного. Наша тыква уже готова. Выпекали мы тыкву ровно 2 часа. Время выпекания тыквы зависит от размера тыквы. Обычно это занимает 1,5-2 часа. Обязательно нужно накрывать фольгой для того, чтобы полностью все соки пропитались именно внутри тыквы.
Подождем немного, чуть-чуть остынет и переложим на блюдо для подачи. Вот и готово наше блюдо. Такое праздничное, красивое блюдо получилось у нас. Тыква, фаршированная мясом, или по-армянски гапама с мясом. Для начала мы достаем вот эту крышку. Сейчас мы разрежем на вот такие вот дольки. Вот так. Разрезаем и открываем, раскрываем тыкву. Знаете, вот так вот. Смотрите. Вот так. Сколько сока в нашей тыкве. Вот так. Какая красота. Вот так. Сейчас у нас будет семейный ужин. Я Ануле, Арсенчику, Ани буду выкладывать на их тарелки. Сыпем зелень для подачи. Сначала мы дадим Ани там кизи? Мясо с овощами. И Арсенчику, и Ануле. Давайте. Ануль тоже. Приятного вам аппетита. Баря хожак. Спасибо. Анушлины. Смотрите, как получается у нас наше блюдо. Друзья, это очень вкусное, простое блюдо. Обязательно попробуйте по такому рецепту. Я думаю, вам очень понравится. Спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Впереди вас ждет много вкусных, полезных и проверенных рецептов. Хамовани. Арсенчик, дуже тикав? Шатка, мама. Апрес. Ануль, котурейка, Ануль.